Тебя как звать? Оксана. А тебя? Алексей, можно просто, Леха. Они познакомились в сельском клубе. Стояло жаркое лето. На Оксане были майка-топ и короткие шортики. «Мужиков, что ли, привлекаешь своими ляжками?» — дразнила молодую женщину дамочка крупного телосложения, Инна. «Ничего и не привлекаю. Жарко просто», — весело ответила та, не заметив колкости в свой адрес. Инна работала киномехаником, любила обсмотреть каждого пришедшего в клуб. Что касается замечаний, то это было ее самым любимым делом. Оксане и дела не было до ее принципов. Красивая длинноногая девушка нравилась сама себе, и это главное. Алексей, сын Инны, любил захаживать в клуб по вечерам. Здесь он и встретил ее, Оксану. Со временем молодые поженились. Родился сын Стасик. Только что-то щелкнуло в голове молодой мамаши. Доктора это называют послеродовой депрессией. Чтобы мир не казался таким серым, Оксана стала выпивать. Леха сначала не обращал на это внимания. В то время праздники были новогодние, он тоже отмечал их. А потом как-то все по наклонной происходило. После работы зайдет Леха в магазин, попросит продавца записать в долг пару бутылок беленькой и домой идет. По дороге приятели могли встретиться, поддержать друга парой стопок. Дома его Оксана встречала, вся такая нежная, веселая, любимая. «Ты долго будешь моего сына спаивать?» — кричала с порога свекровь Инна, заходя в дом. «Его с работы скоро уволят. Ничего и не спаиваю я его. Он сам приносит спиртное домой», — произнесла Оксана. Десятимесячный Стасик с удивлением смотрел на свою бабушку, грызя погремушку. «Ты сама его просишь об этом, и он идет в магазин», — продолжала свекровь. «Немедленно бросай пить, иначе я сделаю так, что мой Лешенька уйдет от тебя». «Вы хоть бы о ребенке подумали, Инна Владимировна», — начала сетовать Оксана. «Ты думаешь, что говоришь? Сама о ребенке задумайся. Он же каждый день видит вас пьяных». Их беседа закончилась ничем. Осознав, что невестку не переубедить, Инна Владимировна ушла домой. Однажды Алексей не вернулся с работы. Тот вечер Оксана провела в трезвом состоянии. Чем дольше она ждала мужа, тем больше ею овладевали ненависть, злоба, желание выпить и забыть всю происходящую реальность. Собрав ребенка, молодая мать усадила его в коляску и отправилась в магазин. «Мне батон и бутылку вон той беленькой», — попросила она продавщицу. «Не устала пить, Оксанка?» — толкнув в бок, спросил ее Рома. Он работал у местного фермера скотником. «Я не себе беру», — растерянно оправдывалась она. «Знаю», — рассмеялся он. «Твой Леха, кстати, Любку здешнюю обихаживает. Сегодня ремонт ей делает». «Какую еще Любку?» — вытаращив глаза, любопытничала Оксана. Рома, которому Оксана давно уже нравилась, решил, что своим сообщением о ее гулящем муже поможет ей расстаться с ним. Он давно хотел занять место Лехи, и у него это получилось. Когда молодая женщина вышла из магазина, он взял ее под руку, чтобы утешить, а другой рукой покатил коляску. Так они дошли домой. «Вставай, рафурсетка!» Скидывая одеяло с любовников, кричал Алексей. «Пока я зарабатываю деньги, ты здесь с хахалем развлекаешься?» Ромка и Оксана недоуменно смотрели на него. «Какие заработки? Ты же с Любкой был?» — проговорила она, стыдливо натягивая одежду. «Кто тебе сказал? Я дяде Мише вчера крышу делал. Выпили с ним. Я уснул у него на веранде», — ответил муж, доставая из кармана брюк сигарету. Оксана вопросительным взглядом обвела Рому. Тот пожал плечами, радуясь про себя, что ему выпала удача быть рядом с ней. Ромка и не думал уходить. «С Любкой, говоришь?» — задумчиво произнес Леха. «Значит, будет тебе Любка». С этими словами он взглянул напоследок жене в глаза и, хлопнув дверьми, вышел. Так началась жизнь Оксаны с Ромой. Мужчина не отказывался выпить вечером с любимой женщиной.
Всю зарплату он тратил на спиртное, а питались они в основном овощами с огорода. Днем Оксана вела трезвый образ жизни, а когда наступал вечер: «Что же вы, родители, про ребенка забыли?» — качала головой баба Маня, занося на руках в дом Стасика. «Убежал от вас ко мне. Еле от Рекса своего спасла. Овчарка еще та. Мало не покажется, если укусит». «Забыли, баб Мань», — извинялся Роман. «Вы проходите к нам за стол. Моя Оксаночка вкусную картошечку пожарила». Пожилая соседка усмехнулась. «Картошечки я и сама пожарю. А что, у вас каждый день картошка? Другого не едите ничего?» «Нет, что вы», — вмешалась в беседу Оксана. «Вчера борщ варила». Стасик уминал, за уши не оторвешь. Старушка вздохнула. «Думайте о ребенке лучше, а не тратьте на дурное», — произнесла она и вышла. Ей было очень жаль маленького мальчика, которому, видимо, кроме борща и картошки, ничего больше не перепадало. Лето заканчивало радовать людей своим теплом, отдавая права осени. Стасику через 3 месяца должно было исполниться 2 годика. Только малыш отставал в развитии. Он не умел пользоваться ложкой, совершал неловкие движения, не подражал действиям взрослых. Мальчику даже было страшно порой заходить домой, потому что мама и дядя Рома становились вечером недобрыми. Он сидел во дворе на пуфике и гладил кота Ваську, а потом шел к собаке Жуже. Та принимала малыша, разрешая ему полежать с ней рядом в будке. Иногда Стасик звал маму, но засыпал, так и не дождавшись ужина. Оксана просыпалась ближе к обеду, вспоминала о сыне, когда видела его под окнами. Рома уходил на работу, немного похмелившись. Возвращался тоже навеселе, порой в сопровождении таких же дружков, как он. Оксана опускалась все ниже в своем беспробудном пьянстве. Ее бывший, Леша, действительно женился на Любе. Молодой человек бросил пить рядом с понимающей, позитивной женой. Инна радовалась, сын взялся за ум, а невестке и о своем внуке женщина не вспоминала. Теперь у нее есть о ком заботиться. Люба родила двойню. Это двойное счастье для любящей бабушки. Сегодня у Стасика была самая беспокойная и холодная ночь. Жужа все время выскакивала из будки, гавкая на прибывавших в дом гостей. Оксана отмечала свой день рождения, собрав местных собутыльниц с их мужьями. Весь вечер малыш слышал восторженные возгласы. Он плакал, уткнувшись в холодную подстилку в будке. Плакал от своего одиночества, ощущения ненужности. Последний раз Стасика мама кормила в обед. Для разнообразия она сварила ему картофельное пюре. Наверное, в честь именин. Временами Жужа забегала в будку, и ребенок, укрываясь в ее густой шерсти, успокаивался и засыпал. Наступали заморозки. Мать уже редко приходила в себя, а отчиму до чужого сына не было никакого дела. Он видел, что Стасик ластится к собаке. Видел, но не придавал этому никакого значения. «Я сам любил в детстве спать рядом с Шариком», — бубнил он пьяным голосом Оксане. «Это хорошо, когда дети растут в любви к животным». Женщина поддакивала, ставя на стол кастрюлю с вчерашним супом. Роман зашел на следующий день в магазин, застав другую продавщицу. «А Тоська куда делась?» — удивился он. «На пенсию отправили», — произнесла новенькая Валя. «Ну дай в долг пару бутылок». «Не дам в долг». «Не положено». «Как не положено?» Тоська всегда давала. Это была Тоська, а теперь здесь я, Виктория Евгеньевна. «А по роже? Выйдите из магазина, иначе вызову сейчас участкового». «Мымра!» — крикнул ей Ромка, хлопая дверью. На улице уже давно спустились сумерки. Ромка сидел на пустыре, не зная, где взять очередную порцию увеселительного напитка. Неожиданно показалась молодая пара. Ромка узнал этот голос. «Точно, Виктория Евгеньевна». Ее провожал какой-то ухажер. Нащупав в кармане острый предмет, Ромка подошел к молодым. «Ну-ка назад», повернули в магазин и отоварили меня бегом, приказал Ромка, однако парочка и не думала возвращаться.
Между мужчинами возникла перепалка. Вскоре Вика громко завизжала. Собрались местные жители. Кто-то вызвал скорую помощь, но было поздно. Жениха Виктории не спасли. Позже Оксана сидела на суде, рыдая и умоляя судью не увозить на нары ее любимого Ромочку. Теперь Оксана осталась одна. Она все чаще выливала свою злобу на маленького сына, и тот искал убежище у своей лохматой подружки. Вот и сегодня Стасик снова ночевал в будке. Ночь стояла холодная. Малыш прижимался к Жуже, а та обнимала его своими лапами. Так они и уснули вдвоем. Утром малыш выбежал навстречу к какому-то дяде. Он стоял у калитки, не решаясь войти. «Ты, Стасик?» «Привет», — произнес он, присев на корточки. «Иди ко мне. Ты замерз? На тебе такая тонкая курточка». Малыш нерешительными шагами подошел к незнакомцу. «Я твой папа», — сказал мужчина. «Папа?» — повторил ребенок, не понимая, кто такой папа. Подхватив сына на руки, Алексей зашел в дом. «Какая тут грязь!» – возмутился мужчина, кинув взгляд на валявшийся вокруг сбор бутылок, всякий хлам и разбросанные по углам вещи. «Фу!» – поддакивал Стасик, махнув своей ручонкой. Его мать громко храпела посреди комнаты прямо на грязном полу. Видимо, не дошла до кровати. Спустя минуту к дому подъехала машина. «Здравствуйте, органы опеки!» – поздоровалась прилично одетая женщина, войдя в дом. «Сейчас мы все проверим. Так, в холодильнике пусто, дома бардак и грязь, ребенок одет как попало. Мамаша, вставайте!» Но та и не думала просыпаться. Алексею разрешили забрать ребенка. Оксану лишили родительских прав. Потом Леха и Люба встретили ее столиком, местным алкоголиком. Если бы в тот ноябрьский день родной отец не пожаловал к бывшей жене и не привел за собой опеку, неизвестно, спасла бы Жужа маленького Стасика.